Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад всех вас видеть. Калининград пережил зиму. Это что-то. Это просто что-то невероятное. Я не могу вам это описать ни словами, ни чем-то еще. Видите? И как будто ничего не было, что самое интересное. Как будто не было этих 2 месяцев какой-то невероятной зимы просто. В общем, я даже не знаю, у меня нет слов, чтобы это описать. Сегодня 3 марта, и в Калининграде 27, кажется, февраля открыли, или 28-го, навигацию электросамокатов. Вон они ездят. Ну, посмотрите, какие сугробы. Они будут таять до мая, кажется, да? Но нет, на самом деле, конечно же, они растают буквально за несколько дней. Вот эти вот предвестники, точнее говоря, я даже не знаю, как их назвать. Ох, и зима была. Ух, 19-й родной. Ладно, идем по улице Черняховского. Все, сегодня 10 градусов. 10 градусов в Калининграде. Это что, студия танца? Да нет. Хотя я, наверное, готов и танцевать, если честно, от радости, что все это закончилось. Иду пешком, потому что отдал свой электровелосипед в ремонт. Что-то там на какой-то передаче он переключается не очень. И поэтому я иду ногами пешком. Пройдемся немного по Калининграду, посмотрим, как он пережил зиму. Посмотрим на это. У меня аж дух захватывает. Какая красота! Велосипеды продают, смотрите-ка, в ювелирном магазине, да? Интересно. Ювелирный магазин. А здесь вот и спорттовары по соседству. Ага, понятно все. Бывает и так. Красивейший закат, чистое небо, голубое. 10 градусов тепла, 3 марта. Практически все растаяло, только на окраинах что-то осталось. Требуется барбер. Если вы хотите, если у вас есть талант к барберству, добро пожаловать. Вход через арку. Ага. Ух, как там красиво-то. Ну, пойдем глянем, что такое. Что это за конструкция такая? Спортзал, что ли, какой-то, или что это? Ого. Ну, вот видите, как чистенько. Парикмахерская. Мужские и женские стрижки. Ладно, пойдем по дворам, как мы любим. Вот здесь прям придраться не к чему. Не окурочка, все вылизано. Вот так-то. Пишите в комментариях, как вы пережили зиму. Какая зима была у вас. Вообще предвещали, конечно, говорили, что зима будет сложная, зима будет морозная. Но не до такой же степени. Вообще-то в Калининград едут как раз-таки, чтобы спрятаться от такой зимы. Люди с севера едут с юга, чтобы уехать от жары. В общем, от экстремальных погодных явлений едут в Калининград. Здесь ни то, ни сё, можно и так сказать. В общем, здесь ни холодно, ни жарко. А если повезет, бывает нормально. То есть, в основном всегда средняя температура. Но эта зима, даже старожилы, я не помню такой зимы. Конечно, уже ее обсудили, обсосали эту зиму. Все косточки этой зиме. Ну, а что делать, если она вот такая реально необычная какая-то случилась? УГИБДД. Вот такое у них здание, музей, можно сказать. Наверное, охраняется государством. Построено Черняховского 52. Не написано, в каком году построено, но явно это не новодел. Так. Женщина в черно-белом. Холст. Акрил 120/40. Цена. Угадайте цену. Вы не видите, вон там она внизу маленькая. 80 000 рублей.
Еще женщина в облаках называется. Это чуть подешевле. Бумага, постель, 100 на 70, 65 тысяч рублей. Свежая картина 25-го года. Ну, такая вот интересная. Да? Ну и последняя. 3 их здесь всего. Не, ну 4, конечно, но та, наверное, не считается. А это изящность рук. Изящность рук. 45 тысяч рублей. Вот такие вот цены, друзья. Хотел еще заскочить на Верхнее озеро, посмотреть, как оно там себя чувствует. Не льдом его случайно весь этот лед не испарился вместе с водой. Даже не знаю, смотришь на город, как будто первый раз в жизни его видишь. Вот такой вот. Я уже даже забыл, как камеру в руках держать. Но не потому что забыл, а потому что, знаете что, вы скажете, а что ты не выходил? Ты же мог же выходить, почему ты не выходил? Мы так ждали, там, я знаю, что вы писали, ждали видео. Дело в том, что тротуары были абсолютно неходибельные. По ним ходить вообще нельзя было. Абсолютно. Вся травматология забита. Поэтому я решил, что да, конечно, зимний город, может быть, и был достоин документальных каких-то моих свидетельств. Но здоровье дороже. Ох, красота. Даже можно покушать, что-то купить. Самса 100 рублей. Самса с говядиной 120. Ого. Ага. Ну ладно, я не настолько голоден. Я потерплю. Потому что вкусная она. Я не знаю. О, гостиница Меркурий. Меркурий Хотель. Сейчас же вроде бы как это. С какого-то там числа надписи нельзя по латинский алфавит запрещен, короче, к употреблению. Что? Паруса на верхнем. Видите, какой закат. Чудо. Тренировка на яхте для взрослых. Пожалуйста. Будем тренироваться с вами на яхте, да? Это тренировка, что ли? Что это? Красиво, да? Но голос, что он там говорит? Главное, для кого? Я же все равно ничего не понимаю. Вы тоже, наверное, ничего не слышали. А смысл тогда? Какой смысл в этом говорении? Или он там для кого-то... Все замерзло? Не знаю, насколько это... Яичница с колбасой. Вот никогда не знал, сколько стоит яичница с колбасой. Вот буду знать. 220 рублей. И вообще так вот, смотрите, по ценам-то. Ага. Азия, салат. Это вот там яичница с колбасой. В этом кафе «Июль». Ну, красиво вот так, ну, заледеневшая. Вот такая вот красота, да? Ух ты. Здесь можно, так сказать, вдоль парапета пройтись. Хорошее место. Яичница. Давай пройду. Я здесь никогда не ходил. Там какой-то зимний сад, что ли, или что это такое? Вот там. А, ну да, это летнее кафе. О. Не, ну это уже новое строение. Вероятно, здесь, конечно, было что-то раньше такое. Ну, вот какой вид. Чудо. Красота. Тихо здесь. Хотя сзади напряженная трасса. Вот эта Черняховская улица. Она очень-очень напряженная. А здесь тишина. Люди в тишине кушают яичницу с колбасой за 220 рублей. Везет кому-то. Кафе «Июль». Так, я ж тут выйду. Да, вот оно какое. Здесь. Что здесь происходит? Какие здесь эти катакомбы? Как тут все... Ого, как они туда дерево-то встроили, а? Да, я такого и не видел раньше. Как они его туда...
Вот это да. Пощадили дерево. Ну молодцы, посмотрите. Как они его туда заколбасили. Ну здесь выхода нету. Но все равно молодцы. Конечно, там оно вон пришлось ветку эту отсобачить. Но все равно. Смотри-ка ты, да? А могли ведь просто спилить, но мешало строительству дерева. Нет. Сохранили дерево. Вот мы и на Черняховского, а здесь уже вот оно, июль. А здесь уже движение плотное. Вечер все-таки, час пик. Но ни снежинки нету. Все, исчезло. Как и не было. Ох, как хорошо идти. Вот они. Самокатчики едут уже, раздетые все. Как хорошо идти без всякого снега. Нет, это невозможно себе представить просто. Просто невозможно. Я тут не провалюсь. Красота. В общем, прочитал, что в Калининграде календарная весна наступит раньше всех в России. Что не может не радовать. Так что, если вы заждались весны, добро пожаловать в Калининград. Верхнее озеро за мной, но вы уже поняли примерно, да? Что это верхнее. А нижнее внизу получается. Соответственно, вот там. Конечно, Вдвоем, без номера. А это, наверное, мопед. Ему номер, наверное, не нужен. Сегодня уже видел одного мотоциклиста. Так что скоро откроем сезон. Еще чуть-чуть должно растаять, чтобы я смог выехать. И все, и поедем. Ну вот, физкульт-привет. Правда, не в ту сторону побежал, так что передадим ему физкульт-привет заочный. Площадь маршала Василевского 1, музей янтаря. Здесь все хорошо. Все как и было. Музей янтаря простоит еще лет 500. И ничего ему не будет. Какая-то лавка, в чем она, не пойму. Что это с ней случилось такое? Это она во льду, что ли? Или что это с ней? Или это она в какой-то... это она потертая. Понятно. Интересно. Уже спускаются сумерки, хотя на небе не облачко. Но все равно уже темновато. Как обычно, раньше надо было выходить, раньше надо было головой думать. А я все думаю, снимать или не снимать? Да что я тут сниму, как обычно. А тут вон рыбы. Арка какая прекрасная, да? Городские ворота Дордона. 1803 год. Рыба, наверное, здесь не с 1803 года стоит. Маршрутку. Нормально, 92-я. Наверное, не все влезут. Прилично так. Какое-то счастье вздохнуть теплым весенним воздухом. Ну, понятно, еще не такой уж теплый, как мог бы, как скоро будет, надеюсь. Зима уже, наверное, все-таки не вернется. Будем на это рассчитывать. Хотя сегодня ни на что нельзя рассчитывать. Но такая уже точно не вернется. Иду прекрасными дворами калининградскими, любуюсь на
Амелу. Все время забываю, как ее называют. Амела, да? Похоже чем-то на какой-то китайский автомобиль марка Амела. Но нет, это калининградские паразиты. Денмарк. Ну, кто-то с дальним тут прет. Зверюги. Идем по улице, кажется, 9 апреля. О, как там, видите, там еще вон снег, БМВ в снегу. Да, вообще тут целый автопарк. Автопарк находится. Заезд машин называется. Эта площадка называется Заезд машин. Как там красиво у них, слушай. Как-то они так... А, это такое, чтобы смотреться. А, вот это да, посмотрите. Ковер здесь, все это. Пишите в Телеграм. Зачем писать Телеграм? А зачем писать? Зеркало. Пишите, говорит, в Телеграм. Чтобы войти, пишите в Телеграм. Ладно. Ну такая, да. Это продвинутый Калининград. Пишите в Калининград. Пишите в Телеграм, чтобы попасть в дом. А там он как красиво. Ну, конечно, здесь надо ходить при свете дня, а не то, что я тут. Я заметил чей-то мопед, и меня ноги сами несут туда. Все уже. Сезон открыт, да, получается? О, какой стоит конь чей-то. Давай посмотрим, что это за красавчик такой. Не знаю. Pro GT. Что за красавчик, не знаю. Без опознавательных знаков. Просто Pro GT. У него тут до улицы Ярославская 6 собственное место выделено. Ярославская 6. Такие здесь места красивые. А когда все это зацветет, тут вообще будет музей, я бы так сказал. Люблю эти калининградские дворы. Да и вообще соскучился по ходьбе, по съемкам, по вам, дорогие мои подписчики. А вот, кстати, в этом доме жил Сергей Снегов, а я сюда так и не дошел. Вот эта табличка. Сергей Штейн, Сергей Александрович Снегов, 1910-1994 год. 9 апреля 1934. С 1972 по 1994 год. Писатель, лауреат Всесоюзной премии «Аэлита». Вот так там, друзья. Сергей Снегов, «Люди как боги». Роман фантастический, эпопея, эпический, фантастический роман. Похож на Гиперион Дэна Симмонса. Что-то в этом роде. Социальная фантастика. Очень интересно. Если не читали, рекомендую. И заодно рекламирую. Заодно, как говорится, приходите. Новые ботинки стоят. Никому не нужно. Все, зима закончилась. Я сейчас дописываю продолжение романа Майнера. Уже готово практически. Можете переходить по ссылкам, покупать, подписываться. А также другие мои произведения, послания из прошлого. Вот здесь, видите, какой-то художник живет, видимо. Это домой лестница ведет. Или это для котов. Я не знаю. Пропавшие, тайна школьного фотоальбома. В общем, переходите по ссылкам на Литрес, на Автор Today. Я вас очень-очень жду. Все, видите, нет снега, все как-то исчезло. Причем неделю назад еще тут не пройти было.
Я думал, оно до мая будет таять. А нет, не до мая. Все растаяло гораздо быстрее. «29 декабря, поздно вечером, испугавшись салюта, на Нижнем озере, в районе Дома профсоюзов, убежал щенок миниатюрного бультерьера белого окраса с черными ушами, 7 месяцев. Девочка ласковая, контактная, неагрессивная, кличка Лина. Пишите, звоните». 29 декабря. Не знаю, может уже прибежал, может уже нашелся. Но если нет, ну вдруг вы его видели, ее, точнее. Так что звоните по указанным номерам. Да, закат сегодня. Брусничная окружная. Цвета такие насыщенные, красивые, весенние. А тут даже книжки у нас лежат. Ну-ка глянем, что у нас здесь. И пирожок. Фрегат Паллада Гончаров. Питер Чейни. Тебе сдавать мило. А вот это интересно. Должна быть. Ты у меня одна. Я не знаю, что это такое. Сандра Фремонт. Поурочные разработки по русской литературе. Ну и здесь самое такое. Новый Завет и Псалтырь. Угу. И пирожок. Хорошо. Книгообмен работает. Не так, конечно, шибко и густо там, как могло быть. Но сейчас, может, нанесут с весной-то. Смотрите, видно вам, не знаю или нет, гуси полетели на восток, с запада. Держат путь на восток. Да, ну все, если гуси, то уже, наверное, уже точно весна. Будем надеяться. Я доскакал до Королевских ворот. О, стойка на гусей. Чувствует гусей. Литовский вал полностью сделали. Такой асфальт приятно идти. Здесь он не делался, наверное, лет 50, может быть 70. Да никогда, собственно. Как город построили, Калининград, вот так он здесь и лежал. Все сделали ровненько, отличненько. И вот еще тут что-то реставрируют. Здание ПТУ бывшее. Красота. Вот такой вот весенний Калининград, друзья. Чуточку успел днем вам показать, как это все тут происходит, что тут творится. Но уже темнеет, так что разрешите откланяться. Я надеюсь, что теперь я буду более-менее регулярно снимать, потому что можно выходить спокойно, не боясь где-нибудь оступиться. Очень рад был с вами повидаться. Всем всего самого лучшего. Пишите комментарии. И заходите, покупайте, читайте книжки, конечно же. Всем пока, до скорых встреч. Куда идти? Сюда или сюда? Я вот пойду сюда. Вон. Видите? Реставрируют.